Да, хочется еще раз напомнить тем, кто присоединился и смотрит нас первый раз. Мы стартанули 17 апреля. До окончания месяца, получается, у нас еще 3 торговых дня. В основном мы торгуем среди недели. Последний день торговли и обзора рынка у нас в субботу, в воскресенье мы отдыхаем. И все, что мы делаем, это сугубо наш эксперимент, без каких-либо финансовых рекомендаций. Но свои прогнозы мы делаем, вы можете прислушиваться, можете делать по-своему. Вот все, что у нас прорисовано и было проработано, да, то есть вот прогноз у нас был вчера вот таким образом, да, и рынок так исходил. То есть вот здесь вот была идеальная точка входа, и можно было торговать вот до этого уровня. Да, отторговал я в начале 5 сделок, и удалось сделать 43%. Если померить вот это расстояние, по прогнозу, если бы мы зашли в этой точке, да, и отторговали до уровня, то получилось бы чуть меньше 37%. Да, но если вот заходить таким образом, то не надо наблюдать за рынком, можно просто здесь зайти, выставить, как мы выставляем и показываем каждый день, выставить стоп-лосс, take-profit и спокойно себе заниматься другими делами. Я, к сожалению, этого не делал, и вот 5 сделочек отторговал чуть лучше, чем это было бы, если бы мы поставили. Затем я вот в этой точке, получается, в 22:45 вечером решил начать заходить в шорт, да, вот эти 2 сделочки, сгенерировал небольшой убыток, можно было, то есть мне показалось, что рынок пойдет дальше вверх, хотя можно было спокойно зайти в шорт и ждать падения вот этот вот от торговки вот этого вот всего движения. Затем чуть позже, да, буквально там в течение 15 минут я решил переобуться и думал, все-таки идем в лонг. Тоже можно было этого не делать, сгенерировал небольшой убыток, но потом все-таки понял, что рынок переобулся и зашел в шорт и сделал еще дополнительные 3 сделки, это 4 сделки, сгенерировал 10% прибыли. И вот сегодня зашел вот здесь, да, можно было зайти чуть повыше, но зашел здесь и отторговал одну сделку, сгенерировал 14%, вышел, пододвинул опять в стоп-лосс, да, и вышел вот здесь вот на этом уровне. Сегодня зашел я вот здесь вот, то есть прорисовал прогноз вот таким образом, зашел здесь, да, конечно, если посмотреть по соотношению риска и прибыли, то недостаточно, не подходит под нашу стратегию, но решил поэкспериментировать небольшой суммой, и вот зашел по 17.09, и сейчас уже нахожусь в убытке. Взять сейчас и прорисовать линию тренда, то она у нас будет нисходящая, и в данном случае она у нас не будет сломлена. И мы так и не пробили точку, от которой мы пошли к самой нижней точке вот в данном конкретном проторгованном моменте. И ну, я бы здесь, конечно, не видел точки входа в лонг. Рос рынок, я вот здесь вот зашел, я думал, что мы продолжим движение и продолжим движение вот сюда. Возможно, так и будет. Просто Да. для этого нужно было бы какое-то дополнительное подтверждение, что мы пробили нисходящую трендовую, что мы вышли за уровень смены тренда. Ну и ничего из этих сигналов, на которые опираюсь я, мы не обнаружили. И плюс еще ко всему у тебя RSI сейчас завернулся в обратную сторону. Возможно, когда ты входил, да, это был растущий RSI, но сейчас он находится в перекупленности. Хотелось бы, чтобы писали вы свои вопросы нам, понятно ли вам принципиально, по каким критериям входят наши инопланетные гости, интересно ли вам, по каким критериям выбираю я точки входа. Здесь, напомню, у нас было с декабря месяца такая нисходящая структура, которую я упаковал в подобный канал, и на каком-то моменте мы шли ниже середины этой структуры, потом мы здесь ее сломали, нисходящую, прошли уровень смены тренда, прошли эту среднюю, которая у меня здесь прорисована прерывистой линией. Мы нарисовали базу, из которой выходили вниз. Это все уже история. Но на сегодняшний момент, что я вижу, мы благодаря этим нескольким дням позитива и движения вверх на почти всех активах на крипторынке
прошли таки верхнюю границу этой нисходящей структуры канала, кто как называет, и уперлись в уровень смены тренда из более прошлой истории, и сейчас рисуем небольшую консолидацию. Эту консолидацию можно ограничить вот такими линиями, которые я здесь прорисовал. Сверху у нас будет максимум, да, который практически подошел к уровню вот этого желтому оранжевому уровню смены тренда. Я бы здесь еще одну линию провел верхней границы канала. И здесь есть серединка у меня и нижняя граница этого канала, а также вот эти вот сквизы, которые говорят о том, что пробовали победить продавцы, но покупатели были сильнее. И сейчас мы находимся между вот этими, зажаты между этими двумя линиями. Вероятнее всего, все-таки, почему я рассматриваю старший таймфрейм, дабы понимать, в какую мы сторону идем. Здесь фактически непонятно, но можно рассмотреть первая точка, там вторая точка, третья и ожидание четвертой точки для похода выше, если брать по обучению, которое мы с тобой проходили, либо же опереться на вот эту линию, которая у меня описана как уровень смены тренда 1, либо же оттолкнуться от верхней границы нисходящего канала. Здесь они могут, в принципе, даже совпасть. Ну и снизимся на часовик. Здесь у нас, опять же, все тоже, только чуточку видно более крупно. У меня было два сценария в процессе наших встреч. Один вот такой зеленый позитивный и вот такой красный негативный. Мы сходили по части зеленого сценария, но вот видно то, что я назвал консолидацией. Это вот такие, как их еще иногда называют, ёршик. Да, мы ходим вверх-вниз, вверх-вниз. И вот здесь наш ёршик, он просится еще походом вниз. И пока мы не пройдем, я бы сказал, 17386, я бы считал, что у нас структура остается вот эта вот нисходящей. Да, мы имеем четкую нисходящую структуру, которую первое, где мы пробьем, это будет вот здесь. И раньше, чем вот здесь, то вообще не стоит даже думать о походе выше. Если это отрисовывать, как я люблю, да, то мы либо отталкиваемся вот так, куда-то здесь идем, ну, как я уже говорил, здесь нижняя граница, возможно, до нее, возможно, до вот этой зеленой линии. И второй сценарий – это когда, как я уже тоже сказал, мы сделаем как-то вот так примерно, и потом как-то вот так. Посмотрим завтра, по какому сценарию все отработает. Возможно, инопланетные технологии, они позволяют находить более точное решение, не опираясь на графический или технический анализ, и ты с удовольствием поделишься ими с нами. У нас на биткоине мы хорошо, красиво шли вверх. Примерно структура такая же, похожа на то, что мы только что разбирали на линке, однако тоже такие же есть нисходящие тени, которые говорят о том, что достаточно покупателей было вот от уровня оранжевого. Мы перекрыли один имбаланс, но у нас еще есть вот этот имбаланс и вот этот еще. А вообще, если взять недельный график, то там тоже есть еще вот эта линия, которая будет у нас небольшим магнитом, потому что вот это вполне можно имбаланс прорисовать и вот здесь, да, между тенями вот этой свечи и вот этой. Так что у нас достаточно снизу мест, куда может сходить цена. Вопрос, ну, управляющие этими графиками, да, у них есть свой план на эту жизнь, и мы можем надеяться на лучшее, но всегда лучше готовиться, наверное, к худшему. Просто о нем не думать, не хотеть, чтобы оно случилось, но готовим. Победа любит подготовку. В младшем таймфрейме тут будет примерно та же картина, что и на линке, только вопрос, структура здесь не совсем нисходящая, здесь такой больше структура неопределенности. Мы то вверх, то вниз, но опять же в рамках вот каких-то линий, которые у меня здесь прорисованы. Куда пойдем по биткоину? Мы пока уперлись в оранжевую линию, вполне можем оттолкнуться, поскольку у нас в 16 часов начинаются частенько движения с 16 до 17 нашего времени московско-белорусского. Можем сюда пойти, как ты говоришь, продолжение роста, поскольку мы прошли вот этот вот уровень, откуда катились сюда вниз. Можем дойти до сюда и продолжить вот эту вот историю, пока не будет какая-то интересная новость. Ну и теперь про торговлю. Форткоин не торговал вчера, Матик торговал вчера. Красивый сетап, который я нарисовал, опираясь на свои какие-то взгляды на торговлю. Да, вот напомню, что я всегда после нисходящего жду слома структуры, держу внимание на точке, от которой мы пошли в случае, когда была нисходящая структура, откуда мы пошли в самую нижнюю точку, и после того, как мы проходим ее и подтверждаем сверху, я считаю, что нисходящий тренд сломлен, и мы переходим, ну, вероятнее всего, мы переходим к тренду восходящему. Да, сетап не отработал он до максимума своего,
но мы достаточно серьезно сходили, и здесь у меня, наверное, риск-прибыль все-таки 1,20, вернее, 3,23. Ну, возможно, продолжение, потому что здесь вот от этой точки, ниже нее я уже не буду ждать. Вот эта вот точка у меня, откуда мы пошли к самому верху, вот этой вот структуры, от нее можем оттолкнуться и продолжить восхождение, либо же мы уйдем под нее и пойдем ниже. Тогда я отменяю сценарий роста и перехожу в сценарий шортовый. Понял. Ну, тогда до новых встреч. Встречаемся уже завтра. Да, И и заодно хорошего вам посмотрим. профита. Да, и комментируйте, оставляйте свои пожелания и лайкайте.